Маска энзимная пектиновая, серия клинсинг, то есть очищающая. Могу сказать, что это один из самых моих любимых препаратов из линейки Гельтек. Энзимная маска это, можно сказать, многофункциональный такой солдат, который может использоваться и для классического холодного распаривания, и для всяких альтернативных методик в виде массажных техник по средству для распаривания, да, для дезинкрустации, для расширения пор, для удаления избыточных роговых чешуек. Плюс дополнительной функцией этой маски является хороший увлажняющий эффект. И достигается это оптимально подобранными ингредиентами в составе, а именно в качестве фермента основного, да, действующего компонента, расщепляющего, так сказать, клейкое вещество, которое держит вместе вот эти вот роговые чешуйки, это фермент папаин. Фермент папаин, он как раз является здесь основным. В помощь ему для разрыхления мочевина, известный разрыхляющий агент, цитрусовый пектин, на основе которого, собственно, эта маска создана, и 5% молочной кислоты, то есть АХ-кислоты, которая в данном случае не столько кератолитический эффект дает, сколько увлажняющий, то есть используется для обеспечения глубокого увлажнения. Опять-таки, после использования этой маски другие какие-то активные ингредиенты из нанесенных впоследствии средств косметических обладают большей биодоступностью. И как, собственно, еще воздействует эта маска, это рассасывающий эффект. Рассасывающий эффект дает соль рапан, или соль озера Островного, по-другому можно ее назвать, которая обеспечивает именно улучшение микроциркуляции локальной, то есть рассасывание каких-то элементов постакне, например, и хороший лимфодренаж, помимо всего прочего. Как использовать эту маску? Для классического холодного распаривания ее можно, как, например, гель для дезинкрустации, нанести на 10-15 минут под пленку, или под пищевую пленку, или под, допустим, какую-нибудь полиэтиленовую одноразовую маску. После экспозиции, соответственно, маску с лица надо смыть, да, или смывать зонально по участкам и приступать, например, к мануальной чистке. При помощи энзимной пектиновой маски в качестве средства для холодного распаривания можно усилить действие каких-то аппаратных чисток. Да? То есть сначала воздействовать на кожу более сильным, можно сказать, дезинкрустантом энзимной пектиновой маской тем или иным способом, да, под пленку, либо сделать по ней массаж. Это еще один способ, как ее можно использовать. А затем, допустим, положить гель дезинкрустирующий под пленку и уже приступить к чистке ультразвуковой или гальванической, используя, так сказать, как активный субстрат уже дезинкрустирующий гель. Немножко о моем любимом способе использования энзимной пектиновой маски – это массаж по ней. Мало того, что вообще ферменты, энзимы работают в тепле более активно, массаж, он еще массу дополнительных функций позитивных несет. Можно сделать лимфодренаж, да, можно улучшить микроциркуляцию, можно просто как бы использовать какие-то массажные техники и в качестве самого массажного средства использовать маску энзимную пектиновую, то есть разрыхляющий гель. Таким образом мы убиваем двух зайцев. Да? Мы, с одной стороны, убираем гиперкератоз очень эффективно, разрыхляем эпидермис, убираем избыточные роговые чешуйки, кожа приобретает гладкость, лоск, ухоженный вид. И в то же время, да, мы делаем массаж, улучшаем микроциркуляцию, лимфодренаж и так далее делаем. Та же самая будет экспозиция, те же самые 15 минут мы можем делать увлажненными водой, обычно руками, ну, в перчатках, разумеется, массаж по энзимной пектиновой маске, и после этого можно, например, какую-то еще процедуру делать. То есть так называемый предуход, то есть подготовку кожи, например, к форезам, к форетическим процедурам,
к каким-то еще воздействиям в рамках профессионального ухода косметологического. Вот на этапе вот этого глубокого очищения, предухода, как раз очень хороша энзимная маска в виде массажного средства. Увлажненными руками 15 минут. Делаем массаж, потом смываем энзимную маску. Что можно делать в домашнем уходе? Учитывая то, что гелевые энзимные маски работают прекрасно и без пленки, и без дополнительного какого-то нагрева, в отличие от порошковых энзимных пилингов, фактически энзимная маска наша является энзимно-фруктовым пилингом, легким поверхностным. В домашних условиях можно использовать ее для регулярного улучшения состояния кожи, да, ликвидации, устранения гиперкератоза 1-2 раза в неделю, в зависимости от выраженности этого самого гиперкератоза, либо под самомассаж, либо опять-таки под пищевую пленку, либо просто нанести на кожу и выдержать ее 15 минут. В это время можно заниматься своими обычными делами, а энзимная маска будет тем временем на коже работать. То есть мы умылись, нанесли энзимную маску на 15 минут, потом смыли ее, и кожа приобретает уже гораздо более ухоженный вид, лоск, блеск. И визуально очень сильно улучшается ее качество. Тем самым, что мы убираем избыток роговых чешуек, мы даем дорогу, освобождаем активным компонентам, особенно тем, которые имеют маленькую величину молекулы, например, как в сыворотке интенсив омоложения гиалуроновая кислота ультрамолекулярная или другие какие-то компоненты активных сывороток. То есть мы обеспечиваем им лучший доступ, да, лучшую биодоступность этих средств. То есть если мы подготовили кожу энзимной маской, но не чаще 2 раз в неделю, разумеется, то впоследствии нанесенные активные средства будут глубже проникать в большем количестве, как говорится, депонироваться в коже или проникать, допустим, через роговой слой эпидермиса, если величина молекулы компонентов позволяет это сделать. То есть мы улучшаем эффективность других косметических средств, которые мы наносим сразу после энзимной маски. Подходит энзимная маска для всех типов кожи, включая любой тип кожи, осложненной гиперчувствительностью, но учитывая то, что все-таки это легкий пилинг, на чувствительной коже желательно делать аллергопробы или первые какие-то разы сокращать время экспозиции, дабы избежать возможного какого-то раздражения. Собственно, всем рекомендую в домашнем уходе, в профессиональном иметь вот это универсальное средство, которым можно начать, в общем-то, любую процедуру и ухаживать за кожей эффективно в домашних условиях. Текстура маски представляет собой плотный гель. Вот. Наносим мы ее на кожу, соответственно, как правило, кистью среднего слоя. И закрываем пленочкой, либо, надев перчатки, увлажнив руку обычной водой, делаем в течение 10-15 минут массаж, который вам больше всего хотелось бы сделать данному конкретному пациенту. После этого маска смывается тщательно водой. Кожа тонизируется, и можно дальше или продолжить процедуру, или нанести, например, сразу финальное средство, если, например, домашний уход, да, то есть нанесли свою сыворотку какую-нибудь привычную, да, защитный крем и отправились на работу с чистой совестью. Вот такая, собственно, у нас прекрасная совершенно энзимная пектиновая маска в серии клинсинг. Всем рекомендую.